В общем, ирландцам не повезло с самого начала, потому что рядом оказалась Англия. Там, как узнали об Ирландии, сразу же решили ее завоевать. Англичанам вообще очень нравилось всех завоевывать и покорять. Ирландцы было рыпнулись, мол, какого хрена? Но англичане моментально вырезали половину населения страны, а тех, кто остался, согнали в такую типа резервацию, где трудно было просто выжить, не то что бунтовать, а из еды была только картошка. А на освободившиеся земли быстренько прислали колонистов, которые ирландцев сразу не взлюбили, потому что те верили в невидимого друга немного по-другому. То есть были все католики, как Патрик завещал. А англичане у себя недавно учинили реформацию и стали протестанты. С точки зрения вечности все это полная фигня, конечно. Но протестанты почему-то вдруг решили, что католики вообще не люди, и запретили им учиться, торговать, голосовать и много что еще. В целом можно было только жрать картошку и горбатиться на англичан. А картошка бац и заболела, и 3 года не росла. А та, что росла, сгнивала вся еще в земле. А другую всю еду, которая была в дофигище, зерно, там, мясо, англичане увозили к себе в Англию. И больше 1 миллиона человек от голода погибло, а еще больше на любых плавсредствах свалило в США. И так оно все шло к тому, что к черту скоро всех ирландцев истребят. Но тут очень внезапно началась Первая мировая война. Англия немного отвлеклась, и ирландцы тут же организовали свою армию и начали валить захватчиков почти по всей стране, кроме тех мест, где жили потомцы колонистов, потому что там это никому было не надо. А откуда ни возьмись, возникли лидеры, которые с криками, мол, мы 600 лет терпели, а теперь свое возьмем, возглавили движуху. В Британии, конечно, офигели и решили, раз уж так, урвать себе хоть что-то. Да забирайте, говорят, свою Ирландию, только не всю. Вон там на севере, где мы еще в средневековье заселили наших, никто не хочет вашей сраной независимости. А так, пожалуйста, валите, делайте правительство и флаг вам в руки. И одни лидеры такие, да, отлично, мы согласны, а другие им в ответ, вы что, предатели, попухли? За должность продались? Мы так не согласны. Ирландия должна освободиться вся. И объявили войну уже своим бывшим дружбанам. Но у новой власти были деньги и броневички, которые им Англия прислала. Поэтому они всех несогласных быстро раскатали и давайте построить свободную Ирландию без нескольких районов. Они согласные ушли в подполье и решили не сдаваться. Прокрались в северные части, те, что Англия себе отжала, и давай там терроризм устраивать. То грузовик взорвут с английскими солдатами, то из самодельных минометов казармы обстреляет, то своих командиров из тюрьмы на вертолете украдут. А протестантов там на севере было побольше. Они же давно уже на покоренных землях жили. И чтобы отомстить, самые бодрые из них тоже организовали тайный клуб и начали мочить католиков и все взрывать. И троллить еще. Типа устраивать парады в день покорения Ирландии. А полиция, вообще не разбираясь, мочила всех. Но протестантов, конечно, не так сильно. И так они довольно долго развлекались, пока Британию не задолбало, что теракты уже прям в Лондоне случаются. И англичане предложили перемирие и потрещать за жизнь. Типа, что тут можно сделать? И террористы вроде согласились, но не все. Из них примерно половина снова объявила переговорщиков предателями и ушла в еще более глубокое подполье, откуда продолжала партизанить. А потом все эти партизаны еще раз поделились на тех, кто решил бороться до победы, и тех, кто посчитал, что все решается политикой и разговорами. А потом еще раз. И там этих группировок получилось в результате столько, что хрен разберешься. И у протестантов, в общем-то, такая же фигня. И они мутузят там друг друга с разной степенью успеха до сих пор. Никакого выхода из этой ситуации найти пока не удается. Таким вот образом, из-за каких-то древних англичан, религии, политики и идеалов, люди продолжают убивать друг друга. Как нам докладывает капитан, в мире все же слишком много зла.